Вся проблема того, что человек не может отказать, связана с некой чакрой четвертой, которая открыта на то, чтобы давать. А человек, который рядом находится, настроен на то, чтобы принимать. То есть ваши дети, скорее всего, хотят принимать очень мощно от вас, а вы хотите давать. Изменить это все очень несложно. Первое. Вы должны представлять или делать вот такой вот, или применять вот такой метод. Каждое утро представлять или делать вдох через зубы, представляя, будто тепло течет вам в грудь. При этом кого-нибудь из близких представляйте, те, ну вот детки ваши, которые все время у вас просят, объединяйте их и себя вот так пальцем и запечатывайте, как я объясняю на первой ступени со словами «Омахум хахохри», и представляйте, будто вы принимаете, а когда вы выдыхаете, представляйте, будто они забирают. Таким образом, будто на вдохе они отдают, а на выдохе, вернее на вдохе вы принимаете, а они на выдохе отдают. Все правильно, да. Таким образом, вы делаете выдох, представляете, будто они делают выдох теплом вперед по отношению к вам, и делаете вдох, представляя, будто вы тепло в грудь свою втягиваете. Тем самым, объединив себя и их, вы сможете откорректировать вот этот момент, когда вас воспринимают как человека, которого можно бесконечно использовать и так далее. Не умеет с деньгами дружить. Это одна из особенностей благополучных семей. Ребенок как можно дольше старается переложить со своих плеч свои заботы на близких. Тем самым он очень долго воспринимает себя как ребенка по отношению к вам. Тем не менее, я хочу вам сказать, это все возможно только до того момента, пока вы в этом человеке не начинаете видеть взрослого человека. То есть, если это женщина, взрослую женщину, если это взрослый мужчина, взрослого мужчину. А как обычно мамы или папы видят: мои деточки, мои зайчики, мой маленький мальчик, моя маленькая девочка, это все неправильно. То есть, психологическая доктрина в том, что дети хотят все время пользоваться услугами взрослых, в том, что они ощущают от вас возможность оставаться детьми. Поэтому, сделав их взрослыми, воспринимая их как взрослых людей, вы сможете это все прекратить. Когда человек обретает силу, когда он бежит. И в тот момент, когда он обретает большую силу, то есть он бежит уже изо всех сил. То есть человек получает силу именно в тот момент, когда ему кажется, что уже он не может. То есть додавливая себя, перебарывая себя, он может добиться большего. Как в Олимпийских играх. Почему появились в Греции Олимпийские игры? Потому что очень свято ценился тот человек, который преодолел боль и добежал до цели первым. То есть это человек, который побеждает боль, человек, который побеждает себя. То есть как бы памятник вот такому победы над собой. Ну, это был памятник Олимпийских игр. Также происходит и когда человек начинает заниматься эзотерическими практиками. Обретение энергетической силы происходит в тот момент, когда вы чувствуете слабость. Именно в этот момент человек обретает силу. Если вы нашли такие сангая, после которой вы чувствуете слабость, непременно занимайтесь этими сангая часто до того момента, пока вы не обретете силу. Именно сила является важным для вас, видимо, и обретя такую силу, вы сможете в дальнейшем, ну, я не знаю, иметь определенную способность или иметь определенные качества, к которым, к сожалению, обычные люди...